Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас на повестке дня ваш мужчина по судьбе. Так, описание его, что, кто он, кто с чем вообще к вам идет и так далее. Откуда вы его знаете, в общем, вся информация о вашем мужчине. Сейчас я буду смотреть, но мне придется ближе поднести чашечку к себе. Так, смотрите, что я здесь вижу. Так, ну, во-первых, информация идет о том, что у него так, внешность, да, внешность вам его понравится, особенно тело. Вот тело почему-то зайдет. Действительно, будет между вами любовь. Любовь есть. Изначально кто-то первый влюбится, да, то есть такое от большого сердца. И еще любовь здесь от избытка, а не от недостатка. Знаете, когда мы любим от недостатка, нам кажется, что мы от этого человека просто зависим. Но когда от избытка, мы можем подарить эту любовь еще кому-то, еще и с лихвой останется. Вот тут и любовь от избытка. Он с вами будет носиться как с ребенком. Тут, кстати, может и ребенок проигрываться где-то. Страсть тут прям вот и показана. Так, ладно, здесь такие моменты еще. А еще мне здесь идут наушники. Может быть, он у вас наушники, и знаете что? Вот как будто бы мех на плечах, на шее, вот такой длинный какой-то типа писец, либо еще какой-то. Ну, в общем, мех какой-то. Наушники, что тут связано с чем? И это прям его путь, это его след вот то, что наушники несут, это его след как творчество его, наверное, да, потому что здесь как след для общества. Это его тропа. Он это любит. Что тут может быть связано с наушником? Это что-то с музыкой связано, либо, может, компьютер, вот какой-то. Где наушники? Может быть, кстати, как это, радист, да, там где этот азбука Морзе. В общем, его творчество. Я просто еще не вот думаю, что тут еще с наушниками связано. Можно, конечно, подсмотреть, но это он прям любит. Он будет вам об этом, наверное, говорить, либо вы об этом узнаете. Он с детства этим мог либо заниматься, либо уже с детства в нем что-то зарождалось. Или же из детства идет желание заниматься этим, и он как раз вот как во время вашего знакомства он уже будет этим заниматься. Ну что ж, так как мы запросили вот именно определенную тему, я на это только и смотрю, но нам это только и показывают. Что здесь за мужчина, откуда он, давайте посмотрим. Но здесь опять же показывают, что это не из той страны, где вы родились. Может быть, ну дистанция есть. Либо вы как-то на расстоянии познакомитесь. Во время Так, во-первых, у него есть какое-то животное. И он хозяин, вот как хозяин какой-то территории, что ли. Внешне может носить какую-то одежду такую, покрывающую. Но тут показано, что вот на плечах что-то такое, да, он носит, и это придает ему важности, длинное что-то. Так, ну то, что взаимная любовь тут очень часто показывают. Так, еще. Что это за человек? Я вижу вашу беременность. Вот так вот. Если же вы, конечно, в таком возрасте, потому что я тут вижу молодую девушку. Ну, либо тут еще может быть такое, да, когда если вы уже в возрасте встречаете своего судьбоносного мужчину и сейчас смотрите этот расклад, в любом случае вы как вторая молодость ваша, омолаживается организм очень сильно. Это от счастья великого. Вы приобретаете такую интересную силу, как будто бы у вас появляется или же что-то связано с тотемным животным. То ли оно вас привело к нему, и это что-то вот просто на уровне энергий. Вот. Что-то связано с тотемным животным. Да, четвероногое, что-то очень интересное какое-то, похожее.
даже не знаю, как назвать это животное. У него длинная толстая шея, ножки, 4 ножки, тело небольшое, маленькое, как у собачки, но по форме вот почему-то похоже на что-то вот парнокопытное. Это вот, кстати, о тотемном животном. И вы, как императрица здесь, просто очень красивая и молодая, да, то есть организм такой вот молодой. Вы в венке большом стоите. Венок такой, знаете, как... Вы знаете, украинские венки? Такие огромные, классные цветы, маки. Ой, вы тут целуетесь и занимаетесь, знаете, чем? Вы, наверное, скачете на скакалке. Да, вот скакалка в вашей руке, а он вместе с вами. То есть тут, в принципе, говорят о том, что чем бы вы ни занимались, этот человек так поддерживает вас. Он просто держит вас в этот момент. Целует. Вы в этот момент обладаете какой-то силой, властью, когда вы чем-то своим занимаетесь. То есть человек будет вас поддерживать, мужчина. Еще о нем. О нем покажите нам, какой он. Довольно разумный человек, очень разумный. У него мозг больше, чем у, ну как, по объему вложенной туда информации, вот показывает, что он больше, чем он сам, раз, ну не знаю, в 10, наверное. Ну, конечно же, это все образно, но сам факт, что это очень умный человек, он умом своим достиг многого в этой жизни. Достиг также духовного роста, и тоже благодаря своему разуму. То, что мозг имеет вот такую пропускную способность очень мощную. Так. Ух ты, прям лицо его показали. Он мне тут похож на какого-то льва, да, вот как-то сидит как лев, но это мужчина, он с усами, такой темненький, либо национальность. Вы знаете, я его описать не могу, здесь мелко, но очень симпатичное лицо. Здесь она показана с бородой, да, но ее может не быть. То есть тут как бы намек на то, что влажность, у него как грива льва вокруг него черная. Но лицо симпатичное, очень вам понравится. Ему идут усы, либо борода, идут. Вот именно идут. Это не значит, что он носит ее всегда, но вот похоже как на какую-то шапку, головной убор такой большой, закутанная вся голова. Может быть, это мех? Давайте рост посмотрим. Вот рост. Мне прям интересно. Относительно вас. Он где-то вашего, что ли, роста. То есть, если вы небольшая. Ну, где-то чуть-чуть выше вас, может быть. Но вас на руках носить будут. Так, как же вы его сможете узнать? Вы как его боевая подруга показывают еще. То есть у него тоже какие-то свои достижения в жизни, что-то он делает, как-то какие-то звезды срывает, да, с неба, а вы ему помогаете, вы ему патроны подаете. Вот. Ну, наверное, он отстреливает, может, что-то там. Это, конечно, тоже образно все, но вот что-то есть. А еще он ревнует вас очень сильно, потому что вы симпатичная, ну, красивая девушка или женщина. Он даже заморачивается по этому поводу. Вот такие моменты показывают. Хорошо, сейчас он есть в вашем пространстве? Давайте посмотрим. Это некий образ есть сейчас, энергообраз человека показывают. Не у всех он есть в вашем пространстве, но это сформированный какой-то образ человека, вот, который есть в вашем сердце даже, не то что в голове, а в сердце. Вы будто бы в этот момент... у него, так, смотрите, это его показывают. Все-таки у него есть что-то такое, как женская интуиция, вот очень похоже на это. Так.
Тут ребенка показывают. Ребенка показывают. То есть может быть ребенок, кстати, такой малыш. Кто? Вроде как девочка. Очень похожи такие черты, ну не черты, а вот, ну в общем похоже на девочку. По силуэту такому, да? Это у кого могут быть дети? Опять же, кто в возрасте, принимаете информацию такую, что у вас просто вот идет такое омоложение, вы будете себя чувствовать как ребенок. Так. Угу. Знаете что? Сейчас я попытаюсь понять и переложить это на человеческий. Он как будто бы имеет тех людей, которые... Это корни, это его родные. Но они... Так, подождите. Это вроде как спят в земле. Что-то какие-то люди, которые умерли. И он ради них то ли что-то делает, то ли в их честь сейчас что-то делает. Кто-то, кого-то он мог потерять, насколько близкого я не могу понять. Но в их честь он будто бы несет знамя какое-то, эстафету. Что-то делает, что-то достигает. В нем это поддерживает огонь. То есть вот такая еще ситуация. Возможно, это говорят вам как элемент, вот когда вы встретитесь, да, то этот человек может об этом рассказывать, может быть. Либо каким-то образом вы это узнаете. Он вас будет наряжать. Вот, тут идет такая информация, прям вот в красивое платье, и он смотрит рядышком с вами в зеркало, а вы любуетесь собой. Ну, тут показано одного роста люди, часто. Да, конечно, энергетически это понимать можно, что вы как наравне, да, то есть равноправные такие отношения у вас. Ну что? Сейчас показывают все-таки женщину, которая то ли вымолила, ну это не слезами вы вымаливали, а находясь в состоянии такого спокойствия, вы поднимаете руки к небу и просите. Вот, и тогда дается. Вот именно человек, который любит вас. Так, что здесь еще идет? Информация такая. Лицо, такой греческий какой-то образ. Но это не значит, что он похож на это, да, потому что тут запрос был немножко другой сейчас у меня в уме. Это как вы его узнаете, да, то есть человек очень спокойный такой, такой царственный такой у него, очень важный, и он вот прям важничает немножко, важничает, но не зазнается, как-то так интересно, такой скромность и важность у него все вместе. Заслуги у него есть. Прям вот в лавровом венке. Это прям заслуги, знаете, как, которые и люди признали, да, венок ему надели. Какие-то заслуги. Так, хорошо, давайте посмотрим еще. Так, тут такая информация идет. Будет, возможно, момент такой, когда будет пересечение у вас интересов, либо ваших дорожек в момент вашего какого-то... Сейчас.
вашего какого-то, то ли, ну, не несчастья, а какого-то вот разлома в жизни. Но он как раздваивается, потому что он не может быть то ли с вами, ну, что-то вам как-то говорит, может быть, что у тебя все получится, а помогает, ну, я не вижу его помощи. Он верит, что у вас есть какая-то жилка такая, да, то есть вы рыбку в руке держите, то есть сама можете. Это, конечно, не очень как-то интересно, но я так понимаю, что это какое-то начало, потому что тут такие хлипкие силуэты. Вы знаете, он понимает, что вот в этот момент он понимает, что даже если это начало каких-то отношений, он понимает, что да, это именно начало, девочки, в такое. То есть вы не знаете друг друга, и вот в какой-то у вас какой-то надрыв такой прям. Вот, и он понимает, что он как-то, ну, короче, поступил как нехороший. Говорит плохое слово на себя. Просто я не вижу, что он вам эту рыбку передает. Вы как-то в руках ее удержите уже до того. Ну что ж, целующаяся пара и, в принципе, очень долго будет у вас общение, знаете, какое? Сидя вот перед экраном либо компьютера, либо телефона. Возможно, какой-то этап такой будет, да, после каких-то встреч, может быть, долго не сможете видеться и будете так общаться на расстоянии. Так, хорошо. Давайте еще посмотрим блюдце. Так, ну что, здесь показывает явно человек с домом, да, то есть какой он, у него есть свой дом. Причем, ну, такой нормальный. И в жизни есть какие-то такие моменты были, опять тут немножко вторится информация, когда было сложно, да, он прорывался будто бы, он научился выживать. Что еще здесь идет? Тут такая информация, прям лицо девушки. Так, смотрите, вы вот просто себе у неба попросили, хочу это. Вот. Оно это идет, оно это и придет. То есть для вас уже уготован вот такой вот мужчина, который по запросу вашему, причем вы не слезно, а как-то в состоянии такой энергетической силы, просто вот как послали такой импульс в небо, в космос, и космос вам ответил. Все, что вы желаете, да, это то, что у вас будет. Все, что человек желает, это значит прописано уже где-то, да, то есть только сделать осталось шаги. Если ты не получил до чего-то в итоге, то в любом случае оно было для тебя уготовано. Осталось только забрать. Вот и у вас такая же ситуация, но вы тут заберете в любом случае. Да, здесь прям вот показывают то, что идет общение сначала какое-то завуалировано, да, то есть без включения особо сердца. Мгм. Ну что ж, ну что ж. Кстати, у него может быть какая-то болезнь, что-то хроническое, что ли. Ну, он это как-то перевернуто, это все видит. Ну, что-то есть. Он сейчас, он, ну, не знаю, сейчас. То есть будет момент, когда вот просто слежка какая-то. Причем, знаете, как интересно? Слежка и рожки у человека. Тут какая-то интересный такой момент. Ну, вот такая идет информация о вашем мужчине.
Еще долго можно высматривать, какие-то там детальки выбирать, но тут основная вот эта информация была дана. Да, здесь будет такое ну вот именно как, знаете, общение все-таки двух душ. Двух душ. Что ж, так, еще по буквам, да, которые всегда просматриваются, здесь есть у нас такая буква, как D. Я буду говорить латинские буквы, очень редко, когда вот прям, ну, конечно, бывает по-разному, но вот идет D, идет на А похоже, скажу вам тоже, да. А, Д. Может, это какие-то инициалы? Так, это что у нас? Я здесь вижу сцену, когда собака плывет. Вот, плывет собака. Какая-то белая, может быть, собачка. Она плывет, что-то несет, какой-то предмет в зубах, подталкивает перед собой. Как спасая, что ли, что-то. Что-то важное. Вы рядышком на берегу. Или это игра. Господи, тут то ли мячик, а вы играете втроем. Втроем вы и какой-то песик. Наверное, здесь просто показывает то, что вы как умеете и расслабляться, да, вместе работать и расслабляться. Так, много всего было сказано, девочки мои дорогие. Тут еще, наверное, час можно еще смотреть. Вот, но на этом будем заканчивать, мои хорошие. Будем заканчивать. Так, я последнее, что еще скажу. Тут как действительно показан и крест, и какой-то вот как сосуд, да, как кувшин. Причем этот кувшин наполняется от креста. Здесь идет важная информация еще о том, что сейчас я вот по тем образом еще дополнительным, которые здесь, могу сказать, что сосуд ваших отношений, да, вот так еще можно, да, сказать, то есть то, что наполняются ваши отношения из прошлого, где-то вы в прошлом все-таки могли, да, пересекаться, и сейчас вот корни тянутся там, где-то вот в прошлых жизнях ваши отношения начинали создаваться с какой-то кармы. Вот такая информация была, мои дорогие. Спасибо вам за то, что были здесь со мной на этом раскладе. Благодарю за все, за ваши лайки, за комментарии. Спасибо вам за финансовую поддержку моей работы. Благодарю, благодарю, благодарю. Безмерно благодарна тем, кто действительно так ну, вот вкладывается. И очень хочу, чтобы вам Вселенная в разы больше отдавала, чем вы сюда вложили. Есть несколько каналов в описании к видео. Есть все ссылочки, переходите, пожалуйста, жду вас. Просто переходите в описание к видео и либо в описании канала, там тоже есть ссылки. Смотрите, жду вас на других моих раскладах и чашечках. Всего доброго, пока-пока.